Ваша цитата. «Я в молодости тоже провел достаточное время во Всемирном Совете Церквей и убедился в бессмысленности этой организации, в нехристианских основаниях деятельности». Расшифруйте, пожалуйста. Всемирный Совет Церквей – это такой неудавшийся религиозный аналог ООН. В советское время, конечно, там доминировали западные силы, но наши церкви имели некоторые возможности, самые жесткие прозападные позиции, остановить, достичь некоего компромисса. По сути, это такая не очень большая бюрократия, где сталкиваются политические и дипломатические интересы разных народов, ну и где идет постоянная такая вязкая борьба вокруг разных грантов, мелких довольно, вокруг должностей в разных структурах, совершенно незаметных, по сути, должностей. То есть это мелкая мышиная возня. Но она очень изматывающая. Организация эта основана на изначально очень сомнительной идеи масона Джона Мотта, одного из основателей ИМКа, одного из таких, знаете, финансистов, игравших активно на политической сцене в 20 веке. Это был такой маленький Сорос середины до 20 века. Так вот, этот человек решил, если не объединить все христианские конфессии, то закрутить их жизнь вокруг своей повестки дня. Он создал Всемирный Совет Церквей. Он придумал сам термин «экуменизм». Разобраться в этом нам всем в 80-е годы было сложно. Нам как бы подкинули эту идею, мы ее начали абсорбировать и разрабатывать. На самом деле это была довольно жалкая обманка. И тот же архиепископ Кирилл в 80-е, 90-е годы, потом митрополит, он относился всегда достаточно скептически к ВСЦ, Всемирному Совету Церквей. Но почему-то у него до сих пор, по-моему, есть какая-то эмоциональная связь с этой организацией. Из нее давно нужно выйти. Это сегодня практически фейковая организация. Она отсутствует в информационной повестке дня. Она представляет из себя зацикленную на собой себе не очень крупную бюрократическую структуру. В ней доминирует крайне либеральная повестка дня. Это доминирование уже носит достаточно гротескный характер. Но вот надо из нее выйти. То ли личные воспоминания молодости, то ли какие-то образы, картины ментальные, связанные с митрополитом Никодимом, который тогда ввел русскую церковь в эту организацию, не дают ему сделать этого шага. За этот шаг при открытой дискуссии проголосовало бы 95% нашей церкви. Советские власти очень поддерживали участие в ВСЦ. Пользы от этого, я думаю, было мало. Для церкви, конечно, польза определенная и практическая была. С этим спорить сложно. Это действительно была некая формочка. Тогда ведь советский священник, советский архиерей, советский богослов могли хоть какую-то иметь связь с западными людьми, вообще с миром, через несколько форточек всего-навсего. Это контакты с Ватиканом, это контакты с Всемирным Советом Церквей, это отдельные контакты с движениями в защиту мира, вот этими, которые здесь устраивали всякие брежневско-хрущевские шоу вместе с нашими властями, типа фестиваля молодежи и студентов. Ну вот, собственно, почти что и все. Были какие-то контакты с мусульманским миром, с иудейским миром, но это были очень точечные контакты без такой системной работы. А вот системная работа была в основном с несколькими протестантскими церквями, с католиками и с ВСЦ. Во всех этих контактах участвовал тогдашний архимандрит, потом архиепископ Кирилл. Потом, естественно, он участвовал в них же в качестве председателя отдела внешнецерковных сношений. Для церкви, конечно, это был определенный глоток свежего воздуха. Другое дело, что эта форточка в одну сторону работала как форточка для наших птичек, летавших по Западу, а с другой стороны она работала как форточка Авертона. Через эту форточку довольно тухлые уже на тот момент идеи мира, дружбы, жвачки и примирения с Западом при полном отказе от собственных интересов, то есть соросовщина, а раньше это называлось моттовщина. Вот все это стало
шаблоном мышления для некоторых наших деятелей церковных. В том числе, я думаю, и для митрополита Никодима, и для архиепископа тогда Кирилла. Вот они не критически, как глоток воздуха интеллектуального, восприняли западные штампы, от которых потом пришлось отказываться. В 90-е годы, когда мы поняли, что реально Запад от нас хочет. Нашего полного порабощения, на самом деле, себе, да? Я ведь формировался тоже как антисоветчик, как западник. Вот мы ходили по этим же улицам на начале 80-х годов и говорили друг другу, ну когда же, наконец, прилетят американские ракеты и разбомбят этот Кремль нафиг, да? Вот, в принципе, менталитет-то был такой. Но в 90-е годы мы увидели what life is about, да, и поняли, где мера искренности Запада в отношении России. Поэтому, конечно, была определенная эволюция и у архиепископа Кирилла. Проблема только в том, что за частичным, к сожалению, отказом от прежних иллюзий и ментальных штампов не последовало новой программы. Нам не нужно прятаться от Запада, нам нужно на Запад прийти со своими идеями. Вот на это не хватило стратегии, к сожалению.